Привет! Apple долгие годы утверждала, что если наушники, то только вкладыши. Но в этом году что-то пошло не так. И третье поколение AirPods с приставкой Pro Apple выпустила в форм-факторе затычек. Поменялся ли звук в лучшую сторону, можно ли ими пользоваться с телефоном на Android, все это и не только мы сейчас и разберем. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Что можно заметить только открыв коробку, так это немного потолстевший кейс. На самом деле, увидев его на картинках и фотографиях, мне показалось, что он неплохо так увеличился, но на самом деле нет. По сравнению с кейсом первых и вторых AirPods он стал лишь немного шире. А если старый кейс повернуть на 90 градусов, то становится видно, что размер изменился вообще незначительно. Расположение элементов также не поменялось. Снизу порт для зарядки Lightning, сзади кнопка для сопряжения, спереди индикатор состояния. Немного удивила крышка. Она все такая же умная, то есть открыл крышку, наушники подключились к телефону. В открытом положении удерживается пружинка и произвольно не закрывается. Но в закрытом положении она люфтит, причем не очень приятно. Еще раз вспомнил, что я отдал за них 21 тысячу рублей и чуть не сплакнул. Да, вроде мелочь, но какого хрена Apple? Хотя в целом тактильные ощущения от кейса приятные. Наушники тоже теперь выглядят по-другому, непривычно по сравнению с классическими AirPods, но вживую они смотрятся на самом деле лучше, чем, к примеру, на картинках. И видя черные вставки на белом корпусе, сразу понимаю, что это Apple. В моих ушах прошки сели как влитые, удобно и не вылетают. Так как вкладыши мне не очень подходят в принципе, то прошки сидят однозначно лучше. Но супруги почему-то не подошли вообще, наушник оказался для ее уха большим. Отдельного внимания заслуживают амбушюры, я таких еще не видел. В комплекте всего 3 пары, одна из которых сразу на наушниках, и у них довольно нестандартное крепление. Если случайно потерять, то от других наушников не подойдет. Но случайно потерять их трудно, потому что они снимаются не просто и не сразу. Материал самих амбушюр мне понравился, он мягкий, эластичный, в ушах держится хорошо. А еще к нему отлично липнет всякая пыль, которая особо заметна на белом цвете. При первом подключении к iPhone вам предложат проверить качество прилегания насадок. Делается это с помощью специального датчика давления в наушниках. Правда, проверка запустится только если у вас последняя 13-я версия iOS. И кстати, когда только берешь кейс с наушниками в руки, может показаться, что наушники как-то неудобно доставать, так как они глянцевые и скользкие. Но достаточно просто качнуть наушники себе, так он достается легко. Одна из фишек AirPods Pro – это активное шумоподавление. Для начала, как это работает. В прошках стоит 2 микрофона, один наружный и один внутренний. Вот с этого момента поподробнее. Наружный улавливает внешние шумы и компенсирует их обратной звуковой волной той же амплитуды. То же самое потом делает и внутренний микрофон. Что? Я не понял. Как заявляет Apple, это происходит с частотой 200 раз в секунду. И это реально работает. Шумы, конечно, гасятся не полностью, но процентов так на 70 шум улицы исчезает. Ты уже не слышишь, как едет автобус, в общем, почти весь низкочастотный гул гасится. Бибиканье машины, крики детей все равно приглушенно, но слышно. Классические AirPods полюбились людям как раз своей формой. Это вкладыши, которые вставил в уши, и ты слышишь все вокруг, можешь разговаривать с людьми. Во внутриканальных наушниках это уже делать трудно, поэтому Apple сделала прозрачный режим. Чтобы включить или переключиться обратно на режим шумоподавления, нужно удерживать сенсорную панель 2 секунды. Ну или сделать это в настройках, если у вас iPhone, на Android только с помощью сенсора. У других производителей этот режим называется Ambient Sound. У Samsung, к примеру, в Galaxy Buds, которым я пользуюсь, это называется звуковое окружение. Механизм у этого режима обратный шумоподавлению. Наружный микрофон улавливает происходящее вокруг и транслирует это вам в уши. На Galaxy Buds я этой функцией не пользуюсь по простой причине. Там микрофоны почему-то улавливают в основном высокие частоты. Шуршание пакета, застегивание молнии – это то, что в основном и транслирует в уши бацы. К тому же там ощущается задержка примерно полсекунды. Это все немного, но раздражает. Но мое почтение, у Apple это получилось сделать лучше. Происходящее вокруг транслируется почти не искажаясь, нет закоса именно по высоким и все звучит достаточно сбалансированно. И если бы это было именно так реализовано в бацах, этой функцией я бы пользовался. В AirPods Pro теперь заявлена влагозащита IPX4. Под дождем в них, конечно, бегать не стоит, но пот от тренировок им теперь не страшен.
В отличие от первых AirPods, управление теперь реализовано не постукиваниями, а нажатиями на сенсорную панель. Но именно нажатие. На касание панель не реагирует. Реагирует именно на давление. И в принципе это удобно, так как в этом случае нет случайных нажатий. Но само местоположение панели на ножке делает процесс не очень удобным, так как нажимая на панель тебе приходится постоянно поправлять наушник. Одиночным нажатием включается плей-пауза, двойное нажатие следующий трек, тройное предыдущий. И все это работает на любом наушнике. Удержание 2 секунды, как я уже говорил, переключение режима шумоподавления и прозрачного режима. Компания Apple обещает нам время автономной работы до 4,5 часов, на громкости в 50%. И тем удивительнее было наблюдать, как на максимальной громкости AirPods Pro продержались 4 часа 15 минут. А еще тут есть фишка. Если полностью разряженные наушники убрать в кейс на 5 минут, то их вновь хватит примерно на час. И да, кейс поддерживает беспроводную зарядку, за что спасибо. Кстати, на канале сейчас каждые 2 недели проводим розыгрыш фитнес-браслета Mi Band 4. Условия простые. Лайк, подписка и комментарий по теме видео. 15 и 30 числа каждого месяца в прямом эфире определяем победителя. Также сейчас разыгрываются 2 пары наушников, все подробности в описании. Ну а мы продолжаем. Первые AirPods славились своим качеством микрофонов, но конструкция наушников поменялась, так что давайте проверять, что же изменилось. Проверяем работу микрофонов AirPods Pro в тихом пространстве, незаведенная машина. В целом слышно, как ожидалось, хорошо, может быть чуть-чуть приглушенно, но в целом нормально. Проверяем работу микрофонов AirPods Pro. В машине кондиционер включен на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Вообще что-то, конечно, на фоне слышится, то есть музыка не глушится целиком, но в целом разговаривать можно. Но вообще мне кажется, что на первом-втором поколении AirPods как-то шумодав работал получше. Проверяем работу микрофонов AirPods Pro на улице. Практически ветра нет, мимо едут машины. Вот не знаю почему, буквально недавно, а вот сейчас появился ветер, буквально недавно проверял, как работают микрофоны классических AirPods, и там они прям шум машин глушили отлично. AirPods Pro, мне кажется, в этом плане чуть похуже, но все равно нормально. На самом деле метаморфозы произошли не в пользу качеству. На улице теперь разговаривать не очень комфортно, но в целом, конечно, качество неплохое. Хотя я ждал лучшего. По задержке звука в YouTube она практически не ощущается. В играх она небольшая, но все-таки есть. Играть некомфортно. Качество звучания. Лично для меня в принципе некорректно сравнивать вкладыши и затычки по звучанию, так как это разный форм-фактор. Но если отбросить все это, то звук в AirPods Pro мне понравился все-таки больше, чем в классических. Появился бас, приятный и достаточный по количеству, но глубокий бас проработан не сильно. Чистая детализированная середина, к высоким как-то тоже не могу придраться. AirPods Pro звучат реально хорошо, но звучание не идеально, это не аудиофильские уши. А вот купить просто на каждый день вполне. Звучат ли они на 21 тысячу рублей? Нет. Но AirPods это всегда было не про звук. AirPods это про удобство использования, особенно при связке с iPhone. А вот если пользоваться AirPods Pro на телефонах с Android, то вылезают наружу некоторые косяки. Ну, во-первых, не работает датчик на вынимание из уха, то есть плей-пауза просто не ставится. Во-вторых, в настройках Bluetooth не отображается оставшийся заряд наушников. Это, в свою очередь, уже решается с помощью платных приложений с Play Market. В-третьих, при подключении к некоторым телефонам автоматически ставится кодек не AAC, который поддерживает AirPods Pro, а SBC. Плюс на некоторых телефонах, к примеру Xiaomi Mi 9T, наушники играют максимум на половину громкости. Так что, как и раньше, если у вас iPhone, то можно брать, если, конечно, цена не смущает. Но для Android лучше предварительно взять у кого-нибудь и послушать их. В целом, AirPods Pro оставили после себя приятные впечатления, но вот ценник, конечно, конский. Но это же Apple, ее все равно будут покупать, потому что по удобству использования и различным фишкам, типа шумоподавления, они все равно хороши. Ну и, конечно, понты. Теперь уж точно всем будет видно, что у тебя самые последние AirPods. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. Напиши в комментарии, как тебе AirPods Pro. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.